Сейчас покажу обработку суппатной застежки, вернее, один вариант обработки суппатной застежки. Значит, левая полка, подборд проклеен. Обрабатывается левая полка подбордом, как обычно. Пока убираю в сторону, работаем с правой полкой. Вот она, правая полка, правый подборд. Сначала покажу на бумаге. Значит, подборд. Наметить нужно петли. Петли намечаются на полке, потом их перенести на подборд. Так. И делаю вот такую врезку. Значит, смотрите-ка что. Здесь у меня уже с припусками все вырезано. На шов вот это расстояние 0,7. Вот это расстояние 0,7. Так. От края борта, от среза, так, у меня здесь намечено 1,7. 1,7. Значит, нужно вырезать вот это место. Но вырезать его нужно с припусками на шов. Вырезаю. Вот так. С припуском на шов. Так. А теперь уголки сделать рассечки. Вот так, на уголок. Это место нужно компенсировать чем? Так, давайте-ка я вот так загну. Ну, сейчас пока этот можно загнуть еще, конечно, рано, но чтобы вам было понятно. И вот полосочку вырезать из ткани верха. Посмотрите-ка, что будет. Вот так. Вот так будет. Значит, из ткани верха вырезать полосочку и вырезать вот таких два, ну, можно сказать, подборды из подкладочной ткани. Вот посмотрите-ка, я написала подклад, лицо, лицо, да, вот так. Из двойного подклада, когда он сложен лицом к лицу, вырезать. Значит, вот одна часть подклада будет притачиваться к этой полосочке. Вот так. Ага. А другая часть будет притачиваться к самому подборду. Вот так. Так, ну сейчас ровненько не смогу, наверное, сложить. Хотя смогу. Вот так. Вот. Ну, не очень точно у меня из бумаги получилось сложить. Но смысл понятен, что и к борту нужно будет подшить подкладочную ткань, и к этой полосочке нужно подшить будет подкладочную ткань. Это вот на бумаге показала. Теперь смотрите. Вот она, эта полосочка. Вот подборд. Переворачиваю. Здесь у меня вот эта рамочка намечена. Вырезаю. Припуск на шов оставляю.
делаю рассечки в уголок. И теперь сюда я должна притачать одну сторону подклада. Значит, вот у меня уголок рассеченный. Так, я перекрываю на шов. Прикалываю. Здесь дальше ушло, ничего страшного. Срежется все это дело. Вот так. Значит, здесь будет притачено. И к полосочке вот к этой. Так, это у меня лицо. Вот так, вот так. Ну или вот так. Без разницы. Притачать. Что я сейчас и сделаю? Ну, сделаю это за кадром. Покажу уже притаченные. Притачался подклад к полосочке. Шов в сторону подклада. Отутюжить. И притачался подклад к рамочке. Только по длинной стороне. Вот короткие стороны еще не притачены. Расстрочка прошла на 0,1 от раскола шва. Проутюжить шов в сторону подклада. А теперь сделать перекат вот так, отутюжить. Кто выметывает, пожалуйста, можете выметать. Я не выметываю, потому что это не нужно. Тогда, когда прошла расстрочка, перекат сам ложится. И дощечкой вот так прижать, остудить. Ух ты, плюется утюг. Подсушить мокрое место. Застоять. Перекат застоять. Вот такой край должен получиться. Это все срежется. Вот такой край. После того, как обтачался нижний край вот этой рамочки, нужно наметить петли. Верхняя петля нам не нужна, она будет насквозь пробиваться. А вот эти петли на подборте вот так, видите как, вырезаю, чтобы их удобно было наметить. Вот так, треугольничком.
С бумажным лекалом всегда удобно работать. Намечаю карандашом, чтобы вам было видно. Вот так, наметить только начало петли. А сама петля пробьется на диаметр пуговицы. У каждых пуговицы будут свои. Вот так. И сейчас пробью петли. Для того, чтобы не сдвинулась нижняя ткань, нужно вот так проколоть между петлями, булавочки поставить. И тогда удобно будет прокалывать, пробивать. Вот так. Все. Пробить и разрезать.